Меня преследует чувство, что я строитель, который по кирпичику выкладывает мост к вашей свободе и пониманию. И сегодня мы поговорим о самых частых приемах манипуляции, которыми пользуются не только пикаперы, но и перверзные нарциссы, которых по незнанию называют манипуляторами. Я же, как вы помните, предпочитаю слово «психопат», так как считаю, что если бы мы называли манипулятора психопатом, а манипуляцию психологическим насилием, в мире было бы меньше жертв. По сути, пикап – это опыт перверзного нарцисса, изученный и превращенный в технологический процесс. А как известно, технологический процесс – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата. Для перверзного нарцисса, с этого момента буду называть его психопат, и для пикапера результатом является единоличное пользование ресурсами жертвы в собственных целях. Разница между ними, как правило, следующая. К приемам манипуляции добавлены профессиональные заготовки, о которых мы говорили в видео про пикап, но без подарков и цветов. А психопат будет задаривать цветами, устраивать сцены из голливудского кино и рассказывать сказки о себе. В периоде отношений разница между пикапером и психопатом практически никакой. В последнее время появилась еще третья категория – психопат, получивший знания пикапа. Эти самая жуткая. Пусть жизнь хранит вас от этого ада. Я много раз говорила о том, что манипуляция – это скрытый психологический прием, цель которого – заставить жертву добровольно сделать то, что хочет манипулятор. Вариаций этих приемов тысячи, но заучив основные, вы научитесь видеть их применение в отношении себя. Итак, 7 способов заставить вас делать то, что он хочет. Первый – опоздание. Я говорила об этом многократно, но все-таки повторю. Заставлять себя ждать – это любимая игрушка всех манипуляторов. Цель такого поведения – заставить вас думать о нем. Чем больше думаешь, тем больше привязываешься. Вторая причина – бессознательная деклассификация. Ждут те, кто ниже. Причем этим приемом пользуются не только в отношении с противоположным полом, но и в деловых. Третья причина – ожидание – это подготовка психики к более тяжелым формам манипуляции. Пикапер будет опаздывать системно и по схеме. Вначале приходить вовремя, затем задерживаться на 15 минут, постепенно увеличивая время ожидания в публичном месте до часа. Дома же вы будете ждать часами. Такое постепенное увеличение времени дрессирует жертве покорность. Разница применения между профессиональным и любительским подходом следующая. Пикапер часто использует технику, благодаря которой раздражение улетучивается. Появляется неожиданно, извиняется, делает комплимент. Эта стратегия прекрасно описана в моем романе «Жить жизнь». Психопат же будет опаздывать стихийно и без схем. Такое его поведение будет вызывать бурю эмоций, которая, скорее всего, будет погашена букетом цветов. И сколько бы вы ни говорили о том, что тебя это раздражает, он будет продолжать опаздывать. Второй способ – недоступность. Постоянная или периодическая недоступность. Он присутствует в вашей голове, но физически отсутствует в жизни. Способы получения желаемого – это постоянные рассказы о занятости на работе, которые на поверку не подтверждаются. Также он будет рассказывать об учебе или спорте. Цель этого приема – заставить бороться за встречу с ним. «Я так занят, мне нужно сделать это и это». В ответ вы предложите помочь в надежде заслужить благосклонность. Вам кажется, что вы хотите помочь, но на самом деле вы начинаете бороться за его внимание. Результатом станет то, что вы делаете многое за него, а он в это время где-то. Но, как показывает опыт, манипулятор либо окучивает новую жертву, или дома ковыряется в носу. Вначале он говорит вам спасибо за содеянное, потом перестает, а со временем в случае отказа вы еще получите возмущение и скандал. Кроме того, он будет использовать недоступность каждый раз, чтобы наказать вас за непослушание. Не выполнили просьбу – он исчез. Не согласились приехать – недоступность. Не ответили на звонок – не сможете дозвониться день. Хорошо себя ведешь, то есть делаешь то, что ему нужно. Тепло, подпускает ближе. Плохое поведение – дальше, то есть холодно. Недоступность является тем кнутом, с помощью которого он дрессирует жертву, самостоятельно делать то, что ему нужно. Третий способ – симуляция. Мнимая болезнь – это любимый способ манипулятора слиться на неделю из вашей жизни, потому что у него в активной разработке новая жертва. Или помириться с вами, вернуть потерянную жертву. Делает он это всегда в сопровождении фраз, произнесенных умирающим голосом. «Каждый день это подвиг, спасибо, что живой. Я отравился.
Если окучивает новую жертву, то в течение недели он периодически будет отправлять вечернюю СМС с текстом «Температура, ложусь спать». Спать он отправляется часов в 8, в аккурат к началу свидания. А если не напишет СМС, то на звонок не ответит, потому что спал. При этом раздать вам задание он успеет до 8 часов, несмотря на температуру. И пока вы будете бегать по городу, выполняя его указания, он будет дома смотреть фильм или наслаждаться новой жертвой. Следующий акт этого спектакля веселит меня до слез, потому что играет он его с неподдельным героизмом. Ты предлагаешь ему помощь, приехать сварить супчик, подержать за руку и вытереть капли пота. А в ответ слышишь: «Не стоит, боюсь тебя заразить. Не хочу, чтобы ты видела меня таким». Ау, где вы видели мужика, лежащего с температурой в одиночестве 37,0? 37,0, и он требует, чтобы ты бежала домой и прощаться, он умирает. Лично я не проверяла, но знаю историю тех, кто проверял. Дверь не открыл, позвонил вечером, сказал, что напился таблеток и спал. Если же тебе повезло, и манипулятор случайно оказался дома в момент твоей проверки, и ты будешь очень настойчиво стучать в дверь, то откроет через полчаса. Видимо, 30 минут достаточно для нанесения грима. Оправдание будет таким же: спал. Если же симулянт хочет вас вернуть, то наоборот будет просить о помощи. «Привези мне лекарства и минеральной воды. Я умираю». Морковка. Я неоднократно говорила об этом в разных видео. Подстройка под вашу мотивацию, или, как я говорю, морковка. Кто-то мечтает о детях, кто-то о замужестве, кто-то о карьере или, наоборот, о том, чтобы быть за мужем. Смысл этого приема в том, что он создает видимость того, что он старается для вас. И благодаря морковке жертва начинает терпеть, ведь он пообещал, что все изменится. Вначале он рассказывает вам, как он мечтает отблагодарить вас. «Отблагодарю тебя красивой свадьбой, машиной, детьми». Когда жертва проглотит этот крючок поглубже, фраза приобретет иное значение. «Когда я расширю бизнес, мы поженимся, поменяя работу, съедемся. Когда я получу Нобелевскую премию, заведем детей. Когда выйду на такой-то доход, поедем отдыхать». Потом его просьбы станут ультиматумом. Если ты не сделаешь этого, то не удивляйся. Хорошо, не спрашивай тогда почему. Поэтому жертва старается изо всех сил помочь ему достигнуть желаемого, в надежде, что когда он достигнет этого, все изменится, успокаивая себя фразой «он же обещал». Но как только вы приведете его к поставленной планке, он выставит следующую. Наступит время, когда жертва будет рассказывать подружкам под бутылку вина, что больше не может, на этом все, конец. А подружки будут поддакивать в ответ и приговаривать: «Пусть теперь побудет без тебя и поймет, как ты ему помогала». Знаете, он не поймет, потому что незаменимых людей не бывает. Вместо вас он найдет другую по той же схеме, выполняющую эти же функции, и расскажет ей о том, сколько сил ему понадобилось, чтобы добиться такого результата. Он расскажет ей то же, что рассказывал вам, как он сам пробивал эту стену успеха и обивал пороги, а если не найдет, то включит следующий прием. Третье лицо. Введение в игру третьих лиц – излюбленный способ стимуляции уставшей жертвы или не желающей помогать. Легкий вариант такого метода воспитания – это рассказ. А вот Маша это бы сделала для меня, а вот Лена не помогала. Тяжелый удар по вашей психике – это знакомство с новой длинноногой пышногрудой сотрудницей, которая теперь точно ему поможет. Он заставляет жертву конкурировать, и многие опять идут в рабство, говоря себе: «Потерплю, я столько всего сделала». Секс как приз. Следующий виток порабощения – это секс. Физический контакт с жертвой для манипулятора не является актом сближения любви. У профессионального пикапера секса было столько, что он потерял к нему интерес. У психопата тоже партнерш было не меньше. Для них секс – это способ манипуляции. Смотрите видео «Манипуляция интимом». Вначале он будет устраивать ночи любви, потом удалять их за плохое поведение. Последний этап – спать с жертвой раз в год, и только в случае полной покорности и высокой работоспособности в достижении поставленной им планки. И, конечно же, перенос ответственности. Этот метод будет использоваться всегда. Ты сама этого хотела, вы получите в ответ на желание поговорить об отношениях. Ты истеричка, будут внушать вам, когда ваша психика в желании освободиться от давления будет кричать «СОС». Ты сама это сделала. Постоянное культивирование чувства вины с помощью переноса ответственности. Применяется этот способ для того, чтобы жертва старалась еще больше. Причем, когда все хорошо, то это он герой. Когда что-то не так, в этом виновата ты.
Все 7 способов манипуляции всегда будут подкреплены тотальной системой понижения самооценки. Мы обсуждали это многократно. Бесконечный разговор о том, какая жертва ущербная и как ей повезло, что у нее есть он. Поэтому еще раз напомню, если кто-то пытается вас изменить или вызывает чувство вины, страхи, сомнения, это первый признак манипуляции. Нелогичность, неизвестность и неопределенность в отношениях – точный сигнал, что это манипуляция. А активация ваших страхов, сомнений, чувства вины – верный знак, что манипулятор смог пробить ваши личностные границы. Поэтому боритесь за свое здоровье и счастье. Возвращайте себе себя. Если вы никогда не сталкивались с психопатами, скорее всего, вы думаете, как можно это терпеть и попасть в этот ад? Я бы ему сразу дала под зад и показала, где двери находятся. Сейчас зазвучала барабанная дробь. Поведаю, как мы в это попадаем. На самом деле манипуляция – это как крючок с приманкой. Вначале вы пробуете приманку, и она очень нравится. Постепенно приманка проникает глубже. Неожиданно ты понимаешь, что это не еда, а крючок. Но уже она внутри. А потом начинают дергать за леску. Тебе больно, тебе выворачивают нутро, потом перестает дергать. В этот момент ты отдыхаешь, ты отходишь, ты наслаждаешься тем, что крючок не разрывает внутренность. И тут снова дергают за леску. Тебя проводят по этой схеме десятки раз. И в какой-то момент ты готов сделать все, чтобы только не дергали. В этом и заключается подвох, что каждый из мучителей в начале отношений предстает в образе прекрасного принца, о котором ты мечтала всю жизнь. Но первый этап – это всего лишь красивая обертка, содержимое которой никакого отношения к конфете не имеет. Психопат никогда не начнет дергать леску, пока крючок не на поверхности. Он ждет, пока крючок пойдет поглубже. Манипулятор не вываливает на вас все 7 видов манипуляции на первом свидании. Он постепенно добавляет техники. Ожидание ждет. Отлично. Недоступность вообще хорошо. Шаг за шагом усиливая психологическое давление. И когда манипулятор начинает дергать за леску, его действия становятся психологическим насилием. Но жертва это понимает, когда крючок внутри. Перед глазами стоит образ прекрасного принца, каким он был в начале, и морковка, которая заставляет терпеть. Чтобы сорваться с этого крючка, придется перетерпеть боль. Именно это многих останавливает. Я же считаю, что лучше один раз сильное, чем всю жизнь периодическое, потому что последствия пребывания крючка внутри крайне разрушительны. На самом деле распознать манипуляцию достаточно легко. Нужно лишь научиться слышать себя, доверять себе. Во-первых, при встрече с потенциально опасным человеком вы всегда испытаете выброс адреналина. Его нельзя перепутать с волнением. Во-вторых, манипулятор с помощью разных техник погружает жертву в состояние нелогичности, неизвестности и неопределенности. Если после общения с человеком вы все время ловите себя на этих состояниях и думаете, что он имел в виду, может, я что-то неправильно понимаю, может, со мной что-то не так, значит, манипуляция начала работать. Потому что манипуляция активирует комплекс и заставляет испытывать 3 чувства – сомнение, чувство вины и страх. Напомню, что самый действенный способ защитить себя от манипуляции – это знание. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте нравится. Помните о том, что, возможно, кому-то прямо сейчас нужно это видео, и ваши рекомендации спасут его жизнь. Благодарю вас за вас. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании к этому видео.